Добрый день, дорогие пекари! Сегодня поговорим на тему подрывов и трещин на поверхности хлеба, почему они образуются, и разберем отдельно подовый и формовой, пшеничный и ржаной хлеб. Сначала поговорим о подовом пшеничном хлебе. Его поверхность лопается прежде всего из-за того, что хлеб недостаточно расстоен. Когда каркас теста еще очень плотный, очень крепкий, еще не выброженный, при резком подъеме теста в духовке, при нагревании не выдерживает корка и начинает лопаться. То же самое может случиться, если вдруг вы слишком увлажнили, пароувлажнили поверхность тестовой заготовки. То есть вы поставили пар, например, в виде кипятка в духовку, у вас поверхность теста увлажнилась, она стала настолько нежной, что тоже не выдержала этого подъема при резком росте в духовке и поверхность треснула. То же самое может произойти, если поверхность подсохла и потеряла свою эластичность. То есть она недостаточно растяжима, чтобы при подъеме равномерно увеличиться. И она начинает лопаться. Чтобы этого избежать, мы делаем на поверхности хлеба надрезы. Тогда вот эта энергия подъема, которая возникает при посадке в духовку, она идет в определенном направлении, и трещина возникает в том месте, где мы сделали разрез. И получается такое раскрытие красивое у хлеба. Это про подовый. Про формовой хлеб. У формового главная причина подрыва – это скопление жидкости между стенкой и тестом. То есть между стенкой формы и тестом либо затекла вода, когда вы, например, смазывали поверхность, либо образовался конденсат при расстойке в холодильнике, скопилась влага. При постановке в духовку эта влага вскипает и, по сути, разрывает корку, переувлажняя, как и в первом случае. То есть тогда возникает подрыв. Также у формового хлеба может случиться подрыв, если поверхность подсохла, так же, собственно, как у подового. Заветрилась поверхность, подсохла, пошел подъем, и подсохшая корочка не смогла растянуться как следует, и в итоге она порвалась, и получились трещины. Что касается ржаного хлеба, у него нет такой структуры, как у пшеничного, нет таких больших пор внутри, и его подъем в духовке, он довольно ограничен, он не такой сильный, как у пшеничного хлеба. Поэтому трещины ржаного хлеба происходят в том случае, если на поверхности попала мука, тот же самый эффект подсыхания корочки. Либо просто подсыхание, либо подсыхание с мукой. Мы, кстати, можем специально присыпать поверхность ржаного хлеба мукой, чтобы получить красивую такую потрескавшуюся поверхность. Это такой декоративный эффект специальный. А также лопается корочка, если вдруг, опять же, затекла влага между стенкой формы и самим хлебом. И у ржаного теста есть своя особенность. Дело в том, что его подъем в духовке происходит очень короткое время, в отличие от пшеничного. Пшеничный поднимается у нас минут 10-15, а ржаной всего 3-5 минут первых. Он идет вверх и растягивается. Поэтому, если оставить, например, миску с кипятком дольше, либо пара дать больше, переувлажнится поверхность хлеба, и он потрескается. Поэтому пара должно быть мало и в самом начале выпечки. Не переувлажняйте его, тогда у вас не будет трещин на вашем хлебе. Я надеюсь, я понятно объяснила. Если вам понравилось, поставьте лайк этому видео, приходите ко мне в Telegram, приходите в Дзен, подписывайтесь на мои ресурсы, чтобы оставаться на связи. Ну и мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.